Иногда, чтобы решить сложную задачу, нужно не копать глубже, а сделать шаг назад, взглянуть на все с высоты. А что, если этому можно научить искусственный интеллект, заставить его сначала думать, а потом уже отвечать? Вот, казалось бы, простая задачка, но она ставит в тупик даже продвинутые нейросети. Где именно училась Эстелла Леопольд вот в этот конкретный промежуток 1954 года, ну, вроде бы простой факт, но... И что мы видим? Полный провал. Передовая модель ИИ, не моргнув глазом, выдает. Висконсинский университет. А почему? Да потому что она цепляется за знаковое название в биографии и делает поспешный вывод, вообще игнорируя даты. Это же классическая ошибка, когда тонешь в деталях. Этот простой пример на самом деле вскрывает огромную проблему. Даже самые мощные языковые модели, они просто пасуют, когда задача требует не просто найти факт, а выстроить целую цепочку рассуждений. Они буквально тонут в деталях. ИИ видит слова 1954 год и Висконсин, и все, тут же связывает их вместе. Он просто не видит всей картины, всей хронологии событий. И это, конечно, приводит к грубейшей ошибке. Но что если научить ИИ делать тот самый шаг назад? Вот именно это и предложили исследователи. Они разработали технику под названием Step Back Prompting. Идея на самом деле простая и гениальна. В основе этого разбора лежит статья исследователей из Google DeepMind. Называется она «Take a Step Back». Давайте же посмотрим, что они там придумали. И вот ключевая мысль, которую цитируют сами авторы. Абстракция — это не про какие-то размытые формулировки. Совсем наоборот. Это способ создать новый, более высокий уровень понимания, где можно быть абсолютно точным. Сначала общая картина, а потом уже безупречные детали. Если говорить проще, абстракция — это способность отойти от конкретного вопроса, чтобы сформулировать более общий принцип. То есть не где она была в ноябре 54-го, а какой у нее вообще был образовательный путь в целом. Так как же это работает на практике? Удивительно, но весь процесс укладывается всего в два простейших шага. Шаг первый — это абстракция. Вместо того, чтобы сразу отвечать на прямой вопрос, и как бы сам себе задает более общий, тот самый шаг назад вопрос. А шаг второй — рассуждение. Получив общую картину, он использует ее как такой, знаете, надежный фундамент, чтобы дать точный ответ на исходный узкий вопрос. Возвращаемся к нашему примеру. Вместо того, чтобы сразу бросаться на поиски, ИИ сначала спрашивает себя: так, а какова вообще вся история образования Эстеллы Леопольд? И вот ответ, который он находит. Бакалавриат в Висконсине, магистратура в Беркли, докторантура в Йеле. Все, теперь у него на руках вся хронология, вся карта ее пути. И теперь второй шаг становится, просто элементарным. Имея перед глазами полную картину, ИИ легко сопоставляет факты. Раз докторскую степень она получила в 55-м в Йеле, значит, в 54-м она училась именно там. Задача решена. Безупречно. Хорошо, в теории звучит здорово. Но насколько хорошо этот метод работает в реальных условиях? Исследователи провели тесты на множестве, причем очень сложных задач. Вот возьмем сложные вопросы по химии. Стандартный подход дает точность где-то 71%. С шагом назад почти 82%. Рост на 11 процентных пунктов. Поверьте, в мире ИИ это просто огромный скачок. Та же самая история и в физике. Точность подскочила почти на 7%. То есть метод стабильно доказывает свою эффективность в самых сложных областях, где цена ошибки очень высока. Но самый, пожалуй, впечатляющий результат был на вопросах, связанных с хронологией. Это набор данных TimeQA. Здесь точность просто взлетела на 27%. Это отлично показывает, насколько губительным для ИИ раньше было вот это туннельное зрение. Давайте посмотрим на общую картину. И неважно, что это — поиск фактов, как в TimeQA, или сложные многошаговые рассуждения, как в Мюзику. Везде, абсолютно везде мы видим стабильный и очень значительный прирост. Техника работает. Итак, что все это значит в глобальном смысле? Почему этот, казалось бы, такой простой трюк на самом деле так важен? Но если метод так хорош, почему ошибки все-таки остаются? Анализ вот этих провалов и привел исследователей к самому главному выводу всей их работы. И вот он, этот инсайт. Более 90% ошибок происходит не на этапе шага назад. Нет, с этим ИИ справляется почти идеально. Проблемы начинаются потом, на шаге рассуждения, когда нужно правильно применить полученные общие знания.
А это значит, что научить ИИ абстрактному мышлению вполне реально. Модели отлично осваивают этот навык. То есть проблема не в том, чтобы увидеть общую картину. Главным вызовом, таким бутылочным горлышком для ИИ теперь становится не поиск фактов или принципов. Самое сложное — это выстроить на их основе железную, безошибочную логическую цепочку от общего к частному. Эта работа, по сути, доказывает, следующий прорыв в ИИ — это не про объем знаний, а про качество мышления. Техника шага назад — это не просто какой-то трюк, это фундаментальный сдвиг. Он показывает, что мы можем научить машины думать более надежно, более точно и, в конечном счете, более по-человечески.